Специальный лайфхак для турбокостра. Копаем яму, трамбуем ее и копаем к ней вентиляцию. И получаем две ямы, соединенные друг с другом. В одной разводим костер, через другую поддуваем. И получается эффект турбогорения. Давайте попробуем так сделать. Готово. Когда смотришь, как это легко делается на видео, это все обман. Это все непросто. Сюда меха ставишь, и вообще турбогорение получается. Естественный приток воздуха, и получаем турбокостер. Дрова чуть пониже, когда осядут, можно сюда будет повесить чайничек, так как древесина мокрая после дождя, и это даже работать будет. Потрясающе! Если в этом прям большая необходимость? Нету. Сложно ли это сделать? Да, сложно. Но есть большие плюсы. Во-первых, это защищает костер от ветра и удобно готовить пищу. 10 из 10. Оно того стоит, особенно в ветреных условиях.